Всем привет! Меня зовут Ольга. Компания Guru Decor, декоративные штукатурки. Сегодня будем рассматривать премиальную линейку снова, уже второе видео. А может быть и первое, мы не знаем, что вперед смонтируют. В общем, будем наносить шелк, премиальный шелк сета Riflitenda называется. И мы постараемся вам объяснить в этом видео и показать, в чем разница между шелками чуть подешевле или чуть подороже. Вот прямо, чтобы зрительно вы это воспринимали и видели, в чем разница. И на эту линейку скидка до конца 2022 года 22%. На всю линейку Guru Decor Eletta. Праймер мы будем наносить. Вот такая баночка. Праймер. Что такое праймер? Это белая подложка, колируемая, под шелка, под пески, эффект песчаных вихрей, под все тонкослойные штукатурки. Праймер. Верниче дипраймер. Мы его заколеровали и будем наносить в один слой. У нас гипсокартон. Мы его не подготавливаем, потому что здесь нет у нас ни швов, ни саморезов, ничего. Это просто лист гипсокартона. Если у вас гипсокартон тоже дома, то понятно, вам нужно его подготовить. То есть стены загрунтовать, зашпаклевать, все саморезики, все швы проклеить. Валик у меня сырой, и стекает праймер. Валиком влажным я наношу, но все равно это не мешает ему быть укрывистым. Смотрите, очень хорошая укрывистость. Прям с одного раза полностью покрывает. Кстати, по цене, вот да, я вам скажу. Вот мы говорим премиальная, дорогая линейка. Между прочим, наш вот этот праймер, килограмм, стоит 812 рублей, а краска 0,9 900 рублей стоит. И что, где премиум, да? Причем краска среднего класса, не премиальная, обычная краска. Поэтому, если мы говорим премиальная, это не значит, что она прям супер дорогая. Мы еще поспорим по цене с любыми премиальными. Ну и также у вас есть возможность до Нового года приобрести товары со скидкой. Пожалуйста, пользуйтесь. Оставляем сохнуть. И часто бывает вопрос, даже когда в процессе люди наносят, они же нам звонят и спрашивают, как это и что делать, и сколько сохнет. Обычно это сохнет часа 2-4. Но лучше проверять все-таки вот на ощупь, если вы трогаете, и он кажется влажноватым или холодноватым. Это значит, что он еще сыроватый. Ждем полного высыхания. В нашем случае это будет часа 2, не больше. И вернемся. Высох праймер. Еще раз покажу в кадр. Ведерочка. Верниче дипраймер. Праймер под тонкослойные декоративные штукатурки. И будем мы наносить шелк сета Riflitenda, называется. Он такой, ну скажем так, перламутровый, приперламутровый. Он даже чуть ли не зеркальный. То есть, когда смотришь, он прямо настолько перламутровый, он как будто бы отражает даже. Я думаю, что мы вот это все нанесем и покажем вам в сравнении шелк линейки Light и шелк линейки Eletta. Да, они разные, конечно, разные. Light тоже неплохой, но просто для сравнения вы должны понимать. Мы нанесем вот такой цвет, ну, давайте его назовем пыльная роза. Ну, кому это не кажется пыльная роза, ну, не пыльная, так не пыльная. Ну, мне нравится такой цвет, почему-то мне кажется, что это пыльная роза. И нанесем просто тонкий слой. Посмотрите его по консистенции, он, опять же, достаточно густой в меру. То есть не жидкий, но и не как комок. Вот его густота. И даже по нему сразу видно, насколько он перламутровый. У него запах даже другой. То есть составляющие другие и даже запах другой. Конечно, он посимпатичнее, скажем так. Я ни в коем случае не обхаиваю линейку Light. Ни в коем случае. У каждого свои предпочтения. Кто-то любит норковую шубу, а кто-то пуховик. Это дело не даже, это дело вкуса. То есть тут никак нельзя сказать. Наносим слой, тоненький, буквально наздир. Видите, как нехорошо, когда от валика остается шубка. Мы сейчас вот это и уберем.
Никакой рисунок не создаем. Просто наносим фоновый слой. Шелк можно наносить двумя тонкими слоями, или можно его наносить одним слоем погуще, будет разный эффект. Если наносить один слой погуще, то такой будет как фактурненький немножко шелк, немножко объемчик. У него даже, вот когда при нанесении, у него даже звучание другое. Я не знаю, как это объяснить, это нужно пробовать. То есть у него другой запах, у него другое звучание, другая эластичность, другие перламутры, то есть совершенно другой. Но сейчас говорить об этом рано, нужно просто нанести и показать. Нанести вот этот слой, оставить его высохнуть, нанести второй слой и дать сравнить людям, разницу показать. Когда вы этот шелк наносите, опять же, то есть сравнение с чем? Если брать линейку Light и линейку Eletta, то этот более приятно наносить. То есть вы наносите и прямо чувствуете его, как он наносится, как он высыхает, как его нужно формировать, как он себя ведет. То есть он более такой податливый на ощущения, что ли. Как это объяснить? После высыхания первого слоя наносим второй слой шелка. Сета Рифлетенда, напомню название его. Пыльно-розовый вот такой цвет. Наносим второй слой. И давайте немножечко, чтобы было чуть поинтереснее, будем примешивать туда белый. Слой не толстый. Так, где-то у меня уже примешался автоматически белый. Как обычно в маленьких тарах не промес, но все уж привыкли, наверное. Так, тоненький достаточно слой. И с помощью круглой кельмы шайбочки с помощью вот такой круглой кельмы создаем вот такую фактуру. Я предлагаю немножко добавлять белого. Таким образом, ну прям не колерованного, чуть-чуть. Берем немножко белого, примесь пусть будет. И посмотрим, что получится у нас. Жирненько получилось, убираем излишек, слишком толстый слой. Убираем излишки дальше по стене. Так, снова белого. Возьму побольше. Выдумываем на ходу. Вот так вот примешаем и растушуем. Пусть будет чуть-чуть плавно переходящий от светлого к темному, от темного к светлому. Вот так. Снова колерованный. И после того, как штукатурка высохнет, мы покажем ее перламутры. Немножко белого добавлю сразу, вот сюда, например, вот так. И восьмерками, круговыми движениями создаем эффект шелковой ткани. Очень мягкий, очень эластичный, прям приятный на звук. Послушайте. Его вообще не слышно.
И круговыми движениями, восьмерочками такими. Расход у шелка в среднем 200 грамм на квадратный метр. Я думаю, что я уже донанесу остаток стены. Добавлю белого снова. Куда добавим? Давайте вот сюда добавим. Ну и, например, вот сюда добавим. Ну и вот сюда, может быть. Смотрим издалека, еще что-то надо. Я думаю, что сейчас оставим. Ну вот сюда бы я еще добавила беленького. Ну, как бы вот не поздно было уже. Нет, не поздно. Вот так. Я еще хочу белого добавить в одно место. Я просто переживаю, что как бы не поздно было. Чуть-чуть подождем, чуть-чуть совсем. И немножечко его еще пригладим сверху. Подожмем. Как это еще по-другому назвать? Чистой кельмой. Буквально 1 минуту подсыхает, а я помою инструмент. Я знаете, что хочу сделать? Вот эти вот верхние фактурные гребешочки пригладить. И на самом деле я в этом вообще не профи. У меня, как правило, не получается это делать. Но давайте попробуем вместе. Вот верхушечки. Когда подсохла немножечко штукатурка, мы вот эти верхушечки чистым инструментом приглаживаем. Снова вот так проходя. А вот здесь еще сыро. Здесь можем. Постоянно надо чисто держать инструмент. А вот здесь еще сыровато. То есть вот таким вот образом надо. Когда он подсох, здесь очень трудно поймать вот этот момент. Ну, для меня это трудно. Для меня это трудно. Для меня вот и так красиво. А так вот, по идее, надо делать. И вот этот момент подловить нужно, когда он высыхает. Тут еще дело привычки. Когда привыкаешь к одному материалу, и ты уже точно знаешь, что вот он вот в этот момент должен быть поджат. А когда к материалу вот новая линейка, и надо к ней прирабатываться, конечно. Сейчас он еще высохнет, и мы покажем вам его блеск. Там, где гуще, там сохнет, конечно, дольше. Все, включила. Значит, наш образец готов, и он высох. Еще немножко рекламы в кадре. Верничи Дипраймер мы использовали. И Сета Рифлетенда. Шелк перламутровый. Ну, максимально перламутровый. Я еще что хочу сказать вот вдогонку. У нас же очень часто наносят люди самостоятельно, и чем дальше, тем больше на самом деле. И когда вот сам наносишь, всегда к себе придираешься. Вот я этот образец бы переделала раз 5. Я уже не стала его трогать, мне не нравится все. Я даже сомневаюсь, такой ли хороший шелк Сета Рифлетенда. Но это происходит с каждым образцом. Если вы наносите самостоятельно, вот вы наносите, и вы прям каждую деталь видите, и, конечно, вы придираетесь к своей работе. Я думаю, что процентов 90, наверное, так делают. И я тоже просто... Я знаю, что это шелк перламутровый, это очень хороший шелк, он очень вкусно пахнет, он очень тянучий, эластичный. А когда его наносишь... Вот кто-то другой нанесет, и прям супер красиво. А когда наносишь сам, что-то да постоянно не так. Давайте сравним его вот с линейкой Light. Не так давно видео снимали. Показать, ну тут у нас немножко покоцанный уже, разницу. Посмотрите, просто разница есть. И степень блеска. Вот это разница между линейкой Light и между линейкой Элерта.
Я надеюсь, вы видите ее. Абсолютно шелк перламутровый, а этот все-таки более матовый. Ну, хотя и он перламутровый тоже есть, но он совсем иначе выглядит. Все равно, вот как ни крути. Вот такая разница. Но я надеюсь, что все-таки вам этот образец понравился. Он может быть кому-то быть полезным. Допустим, кто-то будет тоже беленького немножко примешивать. И не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, а также заказывать у нас декоративные штукатурки. Особенно вот в эти предновогодние праздники минус 22% на всю линейку Элетто. И также еще скажу, что до 15 декабря все еще действует скидка на Loft Light. Loft Light успейте, если кто-то еще не успел, до 15 декабря включительно. Всем спасибо и пока. Toshiki Kadomatsu with a song all about it. Summer emotion.